Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Что я ждал от рынка, что получил, какие предположения, в каком направлении, на что стоит обращать внимание. Для начала сразу хочу сказать, что я торгую на бирже BNX через терминал TradingView. Подключить очень легко. Внизу, где торговая панель, нажимаем, открывается большой список различных брокеров, выбираем, если вы ее не видите, из всех брокеров выбираем нашу биржу, ну или нажимаем все брокеры, чтобы весь список открылся. Торгую я именно на бирже BNX. У них отличный график цены от других бирж, он четкий, ровный, нерваный, нету ложен, сквизов и проскальзываний, с ним удобно и комфортно работать. Плюс на бирже не требует прохождения KYC-верификации. В сутки допускают выводить, раньше было 35, сейчас уже 50 тысяч долларов. В общем, биржа развивается. Очень много, обратил внимание, они сделали различных и как рекламу, что ли, они себе делают, да, там различные каналы их сейчас начинают показывать. В общем, плюс они на различные конференции стали людей направлять своих, чтобы изучать, рекламировать себя, показывать. Возможно, когда-нибудь сделают себе какой-то токен, возможно, это будет VST, который был бесплатный, да, станет какой-нибудь, может стать что-то весить, поэтому токен, который у них выдается внутри биржи для демо-счета, тоже старайтесь его не терять на всякий случай. Это так, пока мысли вслух. Они его могут... Вы сейчас же видели, да, как легко монеты какие-либо прикрутить и сделать за 12 минут сделать где-то я у себя постил этот момент, вот с токеном BRC20, да, как легко сейчас за 12 минут сделать токены. Поэтому, конечно, нужно быть и держать все во внимании, не поддаваться. Сейчас очень много различных криптоактивов появляется, просто бешеное количество. Держитесь ближе хотя бы топ-100, топ-50. В общем, будьте аккуратны. Так. В телеграм-канале. Приходите ко мне в телеграм-канал BitAtlant и Twitter, тоже BitAtlant. Подписывайтесь ко мне на YouTube. В общем, смотрите, наблюдайте, если вам интересно. Если не интересно, просто можете смотреть, в каком направлении есть предположение наших дальнейших движений, да, по биткоину или другим криптоактивам. Так, и последнее, что хотел показать. Дима, да, если биток будет стоить нереально дорого, то вполне допускаю лайткоин по 9,5. По лайткоину, да, действительно, лайткоин может хорошо двинуть наверх. Сиан, интересный факт, бычий флаг на 6-месячном графике, да, лайткоин. Ну, по лайткоину действительно с такого набора можем хорошо действительно прям... Сейчас еще халвинг будет у него. Может выйти наверх. Где-то этот уровень беру в нем 50%. Я не думаю, что он вылезет в такие... Было бы очень хорошо, если он выйдет на такие уровни, но я не вижу у него такой силы. Но в целом
он должен хорошо подпрыгнуть. И далее я то, что только что описывал, что очень много различных монет выходит, да, и почему стоит взять во внимание именно топ-50, 100 монет. И Макс Кайзер, да, телеведущий основатель, поддержал мнение главы СЕК. Помните, когда СЕК на очередном форум или что это было, когда он сказал, что все криптовалюты, за исключением биткоина, все рассматривается как ценные бумаги. Вот это, глава Гэри Генслер, глава СЕК, да. Но есть вопросы к XRP, к Ethereum Classic, эфир Classic, да, тоже. В общем, все криптоактивы рассматриваются как ценные бумаги. Вот, возможно, так произойдет, что все уйдет, кроме биткоина. Эфир тоже, но останется как рабочая площадка. Тут смотреть за этим надо будет. XRP это как токен, монета бирж, монета банков. Скорее всего, останется. И Атом. Атом тоже интересный актив. Атом, Клевер, Трон. Этим надо наблюдать. В общем, у каждого своя стратегия. Все всегда перепроверяйте. Ребят, я никогда никому не пишу первым. Вот себе тоже скопировал такой момент у Вадима с Клевера. Если вам в личке предложат помощь, очень многие пишут, как мне там что-то... Человек недавно писал, как ему перевести средства из одного кошелька в другой и через что выгоднее обменять. Есть мошенники, которые начинают подсказывать, а люди уши, бывают, развешивают, да, и доходит все до того, что они 12 слов тебе могут отдать, чтобы ты им помог это все сделать, и там, да, различные моменты. Будьте внимательны, ребят, я никогда никому не пишу первым. И никогда не потребую ваших 12 слов сид-фразу или что-то такое. Никогда вам не предложу каких-то левые активы. Если я что-то говорю, это либо какие-то из топ-100 монеты, говорю, что вот тут стоит там прикупить. Это не финансовый совет, это просто то, что я делаю. Я как в ознакомительных целях, да, это всегда показываю. То есть, если что-то покупаю, вот, например, я клевер покупаю на просадках по $30, стараюсь покупать на каждой просадке. Уже давно, кстати, не покупал. И потом ведем такой челлендж, что потом вот эта сумма, которая в клевере у нас есть, мы ее будем среди наших участников закрытой группы, мы их профит, который будет в август или сентябрь, конец августа, мы профит этот раскидаем среди наших участников нашей закрытой группы. Те, кто с нами, вот именно между старичками, кто с нами в этой группе давно. Те, кто придет именно в августе, конечно, и от того пирожка не получат. Я не знаю, там может быть, конечно, и 0 будет, да, то, что клевер в 0 может уйти. Может быть, будет очень большой плюс, и все будут счастливы. Вот, в общем, такой челлендж идет. Покупаю каждые на $30 каждые 8 дней стараюсь откупать или на хороших просадках. Вот здесь тоже мы никогда не пишем в приват, не просим 12 слов, не просим подтверждать учетную запись, не просим отправлять вашу монету куда-либо, да, тоже. И у нас нет форм Google, то же самое. В сети нашел биржу BitAtlant кто-то или в будущем будет очень сильно рекламить, или пытаться, может быть, мне написать, что сказать, давайте вы нас будете рекламить. Если это будет какая-то нормальная биржа, я еще буду смотреть, кто вдруг, да, пока
просто это как со стороны рассматривается. Я свой канал веду уже давно. Давно сколько? Год, да, почти, или сколько? Я не пытаюсь его расширять. Мне не нужно, я нигде не делаю рекламы. То есть у меня есть мои площадка, да, там YouTube, Telegram. Сейчас с Твиттером занялся более плотно. И основной будет Твиттер и закрытая группа. И этот TradingView. Все, пока работаем с вот этими моментами. Не занимаюсь такими, как рекламы, да, там никому не распространяемся. Люди, которые приходят, кто увидел в этом потенциал, пришел, да, понимает, что происходит и как зарабатывать. Они работают и зарабатывают. Атлант подсказывает, в каком направлении мы идем. Кстати, Атлант вот из последнего, да, был шорт, и мы хорошо ушли вниз. Давайте. Мы сейчас к графику еще придем. Поэтому будьте аккуратны, внимательны, за всем следите, да. И вот с новыми токенами BRC20, ворвавшимся в криптосферу, да, тоже будьте внимательны. Ну, что это такое, откуда это взялось? Торнадо кэш этот постоянно докрутит там, обрабатывает очень много информации, очень много активов проходят через него. Ой, кто-то лайк поставил. Я скидывал 15 часов назад короткий Марио пытается допрыгнуть. 15 часов назад. Смотрим на график. Сейчас МС-ка в перепроданности. То есть нашли какое-то локальное дно. Считаем 15 часов. Это у нас 6. Это у нас 6, да? И еще 10. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Где-то вот здесь у нас получается. Это у нас новая свечка, да, вот отсюда получается. Вот где-то в этой области я сделал этот пост. Атлант был шорт, было накопление. Шорт, короткий Марион. Так, ладно, это все ерунда. Сентимент продолжают оттоки биткоина и эфира централизованных бирж. Ребят, не просто так они их выводят. Не просто так все это выводится. Разводится народ, толпа. У толпы отбирают запасы криптоактивов и выводят их с бирж. Apple развивает индустрию свою, да. Ребят, с Binance, пицца, Binance, вот эти все моменты тоже не просто так. Посмотрите прошлое, когда праздники, вот эти Binance пицца, не Binance, биткоин пицца, вот эти все моменты. Посмотрите в прошлое. Это все в оконцовке приводило к какому-то либо локальному... Причем даже на медвежьем рынке был хороший, мощный памп с вот этими пиццами. Даже на медвежьем рынке был хороший памп. Я помню такие моменты. А на бычьем рынке это был прям мощная, прям очень хорошая, мощная зеленая свечка. Посмотрите то, что сейчас творится. Да, идет вот это накопление, идут вниз, давят. И вспомните мои старые видеообзоры. Вот, большая зеленая старая свечка. Пока сдулась. Как раз вот она сдулась, но всему свое время. Его заменит другой молодой. Они постоянно меняются. Маск, если мне не изменяет память, это последний раз, когда ФРС повышала ставки, естественно, был 1929 год, да, 29 год вот здесь. Опять же, момент. Куда толстосумы куда идут?
Они уходят. Им нужно сохранить свой капитал. Я не вижу более выгодного сохранения капитала, как золото, серебро и цифровое золото. В общем, всему свое время. Нужно подождать и посмотреть. Мы подходим к окну повышенной волатильности. Вчера монета биткоин ушла вниз. Какое у меня было предположение? В группе я скидывал. Я вот здесь. Здесь был такой, как дракончик у нас, да, левая лапа, правая. Неплохой хребет, неплохой набор для хребта, да, тут причем голова, плечи отработала, все, вышли назад, объем закинули здесь на выходе. И была потенциальная вероятность, возможность выхода наверх к голове, и по уровню Фибоначчи все красиво было построено. Сам график красиво был построен для того, чтобы отработать именно вот этот момент. Однако, на всякий случай я сказал, что здесь вот она точка невозврата. Прям на нее нужно было опираться. И стоп под вот сюда, вот здесь, под хвост, коту под хвост. Ну, в общем, стоп вот в эту область поставить на всякий случай, потому что могут и... У нас внизу были уровни, куда должна была еще тоже цена прийти. И смотрим, как цена сработала. Смотрите. Мой уровень. Вышли, доджи, поехали вниз. То есть, кто не спал, я когда сделал этот момент, все, и у меня уже слишком... И время позднее. Я закрыл все. Да, у меня есть шорт-позиции, да, они в хорошем плюсе. Лонг мой вот здесь выбило. Я даже немножечко здесь минус небольшой поймал, да, потому что я стоп сюда ставил, заходил вот где-то в этой области. Лонг открывался. Ну, выбило, ничего страшного. Всегда ставьте стоп. И поехали вниз. Уровень 618 забрали. 1%, помните, я ставил вот здесь вот точка была, опять же, по новостному фону. А что у нас за новость была? Я сейчас не вспомню. 1%. От чего мы оттолкнулись? Байден по пути из Японии 22 мая. Кстати, 22 мая Байден встретится, да? Говорил по телефону спикером палаты представитель. Так, 22 они встретятся для дальнейшего обсуждения проблем госдолга Белый дом. Так, ну вот, интересный момент сегодня у нас должно быть это все. 26-я трехдневная конференция. Так, а где у меня 1%? Это я... Что? Я не подписал, да? Нет, подписал. Это по Exchange The World Binance, да, когда сделал вот этот твит 12.22.05.2023. Все это выходит в десятку 1%. Exchange, обмен. И это было у нас просчитано именно вот в этой точке. И важный уровень поддержки сопротивления находился на 0,23% по Фибоначчи, да, 26,895, и поехали. Процент либо этот был вверх, отработать должен был, здесь как раз дракон вырисовывался, почему я думал, что вверх пойдем. И у нас уровень вот этот вот пробивались, третий. Была вероятность, но и также этот же процент вниз. И смотрим, да, на графике. Так, время заканчивается. Кстати, у нас шорт в приоритете, вот отсюда мы тоже дошли до этой цели. Атлант у нас шорт, и все, здесь накопление, Атлант не развернулся, и мы поехали дальше. 61,8% и 78,6% зацепили, и пошел какое-то накопление. Опять сейчас нужно смотрим по Атланту, что будет дальше, какое будет накопление. Если развернется, будут дополнительные лонг-позиции открывать. Если не развернется на продолжение падения, шорт-позиции я не закрываю, остальные, которые у меня есть.
В общем, подписываемся к нему в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Всем удачи, спасибо за внимание. В закрытую группу все скидываю, ближайшие новости.